Всем привет! Сегодня тема моего видео — ароматы для дома, ароматы, которые создают настроение уюта, тепла, какого-то, возможно, домашнего праздника или просто какой-то тихий вечер у камина. У меня, конечно, дома нет камина и даже нет какой-то имитации на него, но вот мне представляется такая картина, как будто бы я сижу у камина, в нем потрескивают дрова, я смотрю на огонь, пью какой-то чай с травами, или же бокал коньяка или вина у меня в руке. И вот так вот спокойно провожу время за чтением какой-то интересной книги, возможно. Я решила создать такую подборку, в которой будут ароматы, которые создают мне приятное домашнее настроение. Я, конечно, ношу эти ароматы не только дома, но вот именно такие ароматы подходят под вот эту зимнюю погоду, да, когда на улице холодно, сыро, промозгло. С чего мы начнем? Начнем с аромата, да, именно амбрового аромата. Это Amber Elixir от Oriflame. Вот, Amber Elixir. Вот он создает такое вот ощущение тепла. Мне кажется, немного есть тут какая-то такая сладкая алкогольность, сладость, древесность. То есть какое-то ощущение действительно домашнего уюта, тепла. Вот мне нравится его нанести и возиться по дому. Он не создает какое-то там торжественное настроение, знаете, как вот куда-то в люди, да, там куда-то на праздник. Я его не надену, потому что для этого есть у меня другие ароматы. Это сладкая амбра, так, если в двух словах выразиться. Сладкая амбра, древесность, свежести в нем нет. В нем вот именно такое вот тягучее, такое немножко медовое, сладкое амбровое настроение. Следующий аромат — это аромат от марки Faberlic Best Brows One Way. Там два аромата в этой линейке. Сейчас, может, уже больше. Я как-то не слежу за этой маркой. В общем, это такой табачный аромат. Это аромат вообще мужской. Он заявлен как мужской, но для меня это унисекс чистый. Я вполне могу его носить. Летом мне нравится его носить. Это сладкий табачный лист. Это кардамон, специи, такой пряный, чуть сладковатый табачный аромат. Я не ощущаю его как мужской. Вот в нем нет такой вот какой-то бодрящей, пронзительной свежести, как обычно в мужских, вот чисто в мужских ароматах. Здесь именно такой теплый, пряный, специевый табачок. Очень приятный вот прям. Он в духе аромата табако от Фрэнк Бакле. Ну, я уж не знаю, как табак ваниль Тома Форда я не тестировала оригинал, поэтому не могу сказать. Ну, наверное, тоже в духе вот этого табак ваниль, потому что табако — это отсыл к Тому Форду. Этот аромат, скорее всего, тоже где-то будет в этом направлении. Ну, очень он мне нравится. Он вот для меня заменяет мне вот Фрэнка Бакле именно на 90%. Тоже создает такое приятное ощущение. Вот тоже дома частенько наношу, даже летом это делала. Следующий аромат — это пачули от марки Mini Crystal. Это отсыл к Attar Collection Halt at Night и к Nightfall пачули Каролина Эррера, конечно же. Только цена бутиковой линейки Каролина Эррера, конечно, это 30 тысяч и выше, наверное. Тут вишневая косточка, корица, сладость, алкогольность. Такой немножко в гурманскую сторону уходит. Тоже вот эта корица дает такое неповторимое, тоже уютное ощущение, да, вот как будто бы вот, когда мы знаем, что вот в доме какая-то выпечка готовится, да, вот эти ароматы разносятся по дому, по всему подъезду частенько. Когда кто-то что-то печет, знаете, поднимаетесь по лестнице в подъезде и слышно на весь подъезд, когда кто-то печет что-то такое вот гурманское, такое с корицей. Ну, просто приятнейший аромат. Недорогой, так как это реплика, это, конечно, стоит каких-то небольших денег. И очень уютный за счет вот этой корицы и сладости, и вишенки. Следующий аромат — это тоже реплика на Зелинский Андрозен. Это Black Pepper, Amber Neroli. Тоже аромат древесный. Вот создает для меня
какое-то вот ощущение вот этого какого-то швейцарского домика в горах, знаете, вот эта древесность дает. И вот именно тоже вот какой-то образ камина, пылающего огня в камине. Вот передо мной предстает такой образ, когда я его ощущаю. Вот немножко есть, да, перечность такая в верхних нотах, такая стринка перечная. Ну и амбра, естественно, да, свежесть нероли. Мне приятно его ощущать, как бы тоже с какое-то ощущение уюта, защищенности, такого спокойствия. Следующий аромат это Elephant, да, Jungle Elephant от Kenzo. Ну, не так часто использую, но просто мне его жалко, если честно. Он мне нравится, я жалею его, берегу, потому что все-таки большой флакон мне не нужен, а вот так чисто иногда под настроение попользоваться мне достаточно будет миниатюры. Но тоже это такая теплая специевость, это такая мощь. Конечно, его от вас услышат все окружающие, если вы воспользуетесь им. Он не останется незамеченным. Мне, конечно, говорили на него, ну, не гадости, не скажу, что это гадости, но говорили, что пахнет церковью, свечками. Но это, я считаю, неплохой такой комплимент, да, неплохой комментарий на аромат. В церкви тоже многим нравится, как пахнет. Поэтому это тоже, конечно, запах дерева, наверное, тоже древесность. Ну, очень много тут специй, конечно. Здесь и корица слышится. Здесь, по-моему, и гвоздика, и кардамон, и что вы хотите. Просто тут, наверное, все специи, какие есть у вас на кухне, все вот здесь будут содержаться. Но это не съедобно, это очень приятно, парфюмерно. Именно вот по парфюмерному это приятно. Такая специевость несъедобная. Ну, да, это все на такой вот теплой какой-то базе. Такой немножко как бы то ли с ванильностью, то ли со сладкой амброй тоже. Знаете, да, есть, наверное, какие-то пересечения с вот этой амбер эликсир. Ну, да, есть что-то по ощущению. Есть какое-то сходство по ощущению с этим ароматом. Просто слон это много специй. Вот если бы в амбер эликсир добавить специи, вот было бы что-то похожее. И по цвету, смотрите, как они прям по цвету одинаковые, прям близнецы. Вот мне так нравится такой цвет у парфюмерии. Очень как-то красиво, кажется, такой прям глубокий, какой-то густой такой эликсир. Ну да, есть какое-то между ними, вот по настроению даже, ну не столько по звучанию, вот по настроению что-то есть между ними сходное. В общем, тоже, да, супер такой за счет специевости, дает уют в восточном духе, аромат, скорее в таком ориентальном даже, да, где-то вот Kenzo это японский бренд. И вот, я не знаю, пахнет ли так вот в Японии, наверное, может быть, в каком-то храме японском так пахнет, мне кажется, вот какое-то такое вот ощущение спокойствия, храма, церкви вот есть в нем. И еще один аромат, это у меня в Отливанте, это Фрапан 1270. Тоже это очень такой, ну, вообще осенний аромат это у меня, но в нем есть ананас в верхних нотах, есть алкогольность, коньячность такая, или ром там, вот я сейчас точно не помню, но вот алкогольность там однозначно присутствует. Это очень такой осенний аромат. Он мне даже пахнет, вот я поняла, что он мне пахнет виноградником и вот этой атмосферой, когда убирают виноград и потом делают из него вот эту вытяжку, да, вот когда варится вот этот виноград и делается виноградный сок, вот он мне пахнет вот этим настроением вот этого сбора винограда. И так как это дом, который производит коньяк, я теперь понимаю, почему он так пахнет. Это реально настроение в день сбора урожая винограда. Поэтому вот с самых первых дней, когда я им начала пользоваться, это у меня уже второй Отливант, один я сносила уже несколько лет назад, был у меня тоже. И вот он всегда мне давал ощущение осени. Я не могла понять, почему. Вот то ли какие-то вот мне чудились какие-то костры, вот эти листья опавшие осенние, подгнивающие. Вот мне казалось, что что-то такое, вот то ли вот этот костер какой-то дымящийся, вот когда жгут листья.
Но я не могла понять немножко, думаю, при чем здесь ананас верхних нот, так здесь есть, думаю, при чем здесь ананас и осень, как-то не вяжется. Потом я поняла, что это вот какая-то виноградность, ананас дает такую вот кислинку винограда, и вот это вот все вместе, какие-то еще ноты добавляют мне вот этой прохлады осенней, именно вот это где-то октябрь-ноябрь, и вот такой вот запах вот этих, ну, стеблей винограда, вот этой лозы, и в сочетании с вот этим вот соком. Вот так вот он мне пахнет. И вот действительно, я это поняла совсем недавно, вот буквально прошлой осенью я вспомнила, как в детстве мы собирали виноград у бабушки во дворе вот каждую осень и варили из него виноградный сок. И вот этот день мне именно напоминает этот аромат. Такой вот флешбэк дает из детства. Так, у меня есть еще один аромат, я его забыла сюда включить, но я это исправлю. Так, и последний аромат в этой подборке — это кашмир от Фрэнк Бакле. Тоже унисекс, конечно, но немножко для меня в мужскую сторону. Но я тоже люблю его носить осенью в основном и зимой. Тоже алкогольность, тоже ощущение вот этого вечера у камина. В нем пряности, специи. Какая-то, возможно, слива или чернослив, какие-то сухофрукты. Сладость, ванильность присутствует. Кашмиран, возможно, вот что-то такое в базе. Амбра, конечно, тоже здесь должна быть. Прям вот, смотрите, даже по цвету ароматы, да, много таких вот по цвету похожих. Вот эти три, получается. Oriflame, Kenzo и Фрэнк Бакле вот по цвету так перекликаются. Мне кажется, тут все такие собрались древесные. Я просто делаю вывод для себя, да, что какие ароматы создают ощущение уюта. Это древесные, амбровые, алкогольные. Много таких ароматов вот уютных. И настолько сейчас этого хочется, когда на улице, знаете, когда был мороз на улице, даже не так этого хотелось, как вот сейчас, когда на улице слякоть, сырость. Грустно, когда смотришь в окно или выходишь на улицу, настолько как-то все раздражает, бесит. Кажется, что вот я сейчас набрызгаюсь этим ароматом, и я прям буду кайфовать. Напишите, какие у вас есть уютные ароматы. Древесные, амбровые, алкогольные и ароматы такие, в основном это унисекс, конечно. Большинство этих ароматов это Зелинский, Фрэнк Бакле, Фрапан, Кензо и Фаберлик — это все унисекс ароматы. Таких, ну, откровенно женские здесь, наверное, только вот Пачули Мини Кристалл. Этот аромат я могу, наверное, отнести больше к женским, хотя он тоже, в принципе, и мужчине подойдет. Ну, Амбер Эликсир такой тоже вроде бы для мужского слишком сладкий, но тоже, в принципе, я его вижу на мужчине. Хотя он заявлен как женский, но мне кажется, тоже такой амбровый аромат. Почему нет? Итак, на этом я буду заканчивать это видео. Всем удачи, хорошего дня и пока-пока.